What's up, guys? Сегодня поговорим про крипторыночек. Я покажу вам точки входа, откуда можно посмотреть лонги, что у нас вообще по рынку, куда мы пойдем вверх или вниз. Короче, разберем более подробненько биточек, эфир и альту, посмотрим. Поэтому заранее влепите видосику лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, а мы погнали! На рынке у нас сопли, потому что вчера у нас был пролив, вообще без новостей, без ничего, просто взяли вот так вот упали. Это стандарт для крипторынка, манипулятивный у нас рыночек, поэтому тут может быть и расти без новостей, и падать без новостей, и это нормально. Это у нас биточек 4 часа, видите, все разлинейно. У нас есть такой вот уровень сопротивления, к которому мы подходили, ложный пробой был. Если посмотреть на дневке, то там даже свечой мы не закрепились, там были просто тени, вот, и как бы тело свечи закрепилось ниже, и мы пошли вниз. То есть у нас нету покупателя сейчас, очень сильного нету покупателя, биточек у нас слабеет, поэтому как бы смотрим мы лонги, но пониже, не с текущих. С текущих брать лонги очень опасно. Откуда можно посмотреть лонг? Как называют торговцы стратегии Smart Money? От ордер блока. Здесь у нас есть ордер блок, либо вот свеча с длинной тенью. Это говорит о том, что здесь есть покупатель, который, если сюда приходит, он сразу же откупает, и получается такая длинная тень. Поэтому отсюда можно смотреть. Как это работает? Смотрите, видите, здесь вот было как раз таки наглядный пример. У нас здесь вот есть сильный покупатель, когда цена сюда приходит, он сразу закупает, видите, свеча закрывается здесь. То есть у нас вот эта вот зона выступает как сильный покупатель. Давайте ее выделим, чтобы было более понятно. И при любом подходе цены сюда сразу идет откуп. То есть мы подошли, откуп получили. Теперь у нас покупатель чуть повыше стал, то есть пришли сюда, получили откуп. И мы видим вот эти вот фитили. И за счет этих фитилей можно понять, что скорее всего направление движения у нас будет в лонг. Такая же ситуация у нас есть прямо сейчас здесь. У нас вот есть такой вот фитилечек, который можно выделить как ордер блок и зону покупателя. И отсюда можно рассматривать лонг, но я скажу сразу, он будет очень рискованный. Потому что у нас сейчас напряженка с Ираном, Израилем. И если будет какие-то там бомбежка от США, что вполне может быть, потому что они думают вступать или не вступать, и сказали, что мы там максимально даем Ирану 2 недели подумать, чтобы там начать переговоры, то как бы мы можем упасть, и если мы будем падать на бомбежке, то там сколько, 3% движения, ну биток может там на 5 упасть. 5% движения это уже в эту зону. Сейчас вам ее покажу, это уже более интересная зона для лонга. Я буду именно отсюда смотреть. Если хотят люди порисковать, вы хотите там рискованный более лонг, то вот можно смотреть от ордер блока на 4 часа, который находится на отметках 101 400. Вот от этого ордер блока можно смотреть лонги. Если у нас не будет никакого жесткого пролива, не будет там каких-то жестких бомбежек, то можем сюда прийти, корректосик, снять вот эту ликвидность за этими лоями, получить реакцию и пойти дальше там на рост, вот так вот сюда, пробивать уже эту зону и идти дальше, потому что глобальное движение у нас вверх, оно не поменялось вообще никаким образом, как бы там в мире пиздец не происходило, извините меня за слова, но направление у нас движения по-прежнему вверх, и как бы оно у нас не меняется. Мы просто стоим в таком большом рендже, и у нас тренд по-прежнему растущий. Посмотрите на биток, он просто растет. Поэтому как бы я не думаю, что мы поставили пик по рынку. Для меня пик, либо вообще там конечная точка, где будет уже опасно смотреть куда дальше, это 120 тысяч долларов по BTC. Там уже как бы, ну, уже как-то, ну, стремноватенько дальше смотреть в лонги. Надо будет уже как-то, ну, более аккуратно подходить к рынку. Сейчас я до сих пор думаю, что мы пик по битку не поставили. У нас это говорит доминация битка, она просто на хаях. Обычно, когда биток ставит пик, потом идет рост альты, то есть доминация снижается, биток может стать в боковике, либо тоже снижаться, и, соответственно, начинается рост альты, это уже говорит нам о том, что финал цикла очень близко. Сейчас мы этого не видим, поэтому финал нашего бычьего рынка еще как бы не пришел, поэтому рановато об этом думать. Как я вам говорил, давайте покажу зону более интересную для лонга. Это вот эта вот зона поддержки, то есть мы проводим такую линию, видим, что много раз ее касались, здесь касались. Это у нас линия поддержки, соответственно, у нас много касаний есть ее. И это у нас зона в 99-158. Вот отсюда я буду смотреть лонги по BTC. Также, если натянуть Fibonacci, 97-861, то есть вот эту зону можно выделить вот таким прямоугольничком. Вот отсюда более безопасно смотреть лонги, потому что у нас здесь золотое сечение по Fibonacci, 0,618 уровень, и также уровень поддержки. И отсюда можно смотреть уже отскоки, это уже более безопасная такая лайтовая версия, поэтому можно тыкнуть сюда лимитку. Ну и ниже там смотреть, вот здесь вот очень сильная зона проторговки, то есть можно отсюда откуда-то 85 тысяч долларов, можно вот отсюда, то есть по более высшая граница, то есть вот эта вся проторговка, ее верхняя граница, как уровень поддержки, 89, то есть вот отсюда еще можно, это прям, ну, если вы торгуете в очень долгосрок большими ордерами с маленьким плечом, то можно еще раскинуть лимитки ниже, вот, допустим, вот сюда, в эту зону 88 500. Вот, но в целом я буду смотреть вот отсюда лонги. Я уже тыкнул лимитку по эфиру. Давайте перейдем к эфиру, посмотрим. У нас тут очень интересная картина. Эфир у нас выглядит гораздо мощнее. Посмотрите, мы в таком бычьем флажке. Биток у нас как бы, ну, так сопливит, хаи у нас понижаются,
обновляются, лои у нас тоже обновляются, поэтому биток у нас гораздо слабее выглядит, и это хорошо, это говорит о том, что ликвидность уже перетекает в эфириум, и даже по притокам в биткоин и эфириум ETF это видно, что в эфириум ETF поступает огромное количество денег, фонды огромными пачками закупают эфириум, поэтому эфириум у нас выглядит гораздо сильнее битка. Также у нас есть график, про который я постоянно говорю, это эфир по отношению к биткоину, к сожалению мы пробили его пока вниз, но тоже в таком вот бычьем флажке, это у нас получается эфириум в соотношении к биткоину, так и получается. И когда вот этот график развернется, опять же говорил, что нужно несколько месяцев, чтобы понять, что у нас эфириум развернулся по отношению к биткоину. Если этот график растет, значит эфириум набирает силу, и он становится сильнее, чем BTC. Денег поступает в него больше, чем BTC, поэтому за этим графиком тоже смотрим. Так, эфириум. Куда я тыкнул лимитку? У нас есть интересная зона, я, кстати, уже ее разметил и давал сигнал, не знаю, в бесплатный канал давал, не давал, но в приватку людям с криптобазы точно давал. Вот, я еще давал здесь вот, то есть, когда эфириум был по 4.80, я сказал, что с вероятностью всего мы будем снимать ликвидность. Мы первую ликвидность сняли, как видите, был закольчик, сняли вот этот лой. И еще у нас остался вот здесь вот лой этот, и здесь у меня стоит лимитка на лонг на 2320. И после ожидаемого вот этого снятия, тут у нас также еще есть имбаланс, давайте посмотрим на дневке. То есть у нас есть имбаланс, вот здесь вот он. И вероятнее всего мы можем к нему прийти и получить него реакцию. Даже вот половина перекрытия имбаланса это как раз таки 2258. Поэтому вот этот имбаланс можно перекрыть. Не обязательно закрывать этот имбаланс, потому что имбалансы не всегда закрываются. Можете посмотреть по истории. Допустим, на том же битке там огромное количество имбалансов, которые не перекрыты. Поэтому как минимум на этот имбаланс можно понадеяться, потому что у нас есть здесь ликвидность, которую цена может снять. И поэтому как бы логично, что вероятнее всего к имбалансу можем прийти. Поэтому я поставил себе первую лимитку сюда. Опять же на снятие вот этого лоя, прямо вот сюда поставил лимитку. И как только цена сюда придет, у меня открывается лонг. Если мы пойдем еще ниже, то, соответственно, я готов докупать вот от этого имбаланса, от снятия чуть ниже и смотреть дальше лонги, потому что эфир гораздо мощнее выглядит. У нас как бы лои повышаются, даже если мы отсюда пойдем расти, то у нас, видите, мы лоу не обновили, повышаются, хаи повышаются. У нас восходящий тренд, у нас такой бычий флажок организовался. И я уверен, что эфир будет очень сильно расти, потому что фонды не просто так покупают. Это открытая информация по ончейну, можете посмотреть на Hyperliquidity, еще где-то. Очень много чуваков лонгует эфир, очень много фондов покупают, в ETF огромные притоки по эфириуму, и причем они очень долго продолжаются. Поэтому альта, ну в принципе, она понятно, что сейчас сильно недооценена по отношению к BTC, но эфир выглядит очень смачно. Также хочу вам рассказать про тактику одну свою, которую я начал сейчас изучать, активно применять в трейдинге. Это поведение анализа объема цены, ну типа поведение цены и анализа объема. Вот, допустим, сделка, благодаря, ну я ее не показывал вроде как, но сейчас объясню, в чем была логика хода. То есть я еще здесь заходил, ну и вот после пробоя этой зоны сопротивления, что у нас является еще одним подтверждением для входа в лонг, я заходил вот здесь вот. Получается, в чем суть этой сделки? Мы видим растущий объем. Я заходил вроде на более меньшем таймфрейме, на часовике заходил, ну да, на часовик перейти. Вот, почему я решил зайти здесь? Во-первых, мы пробили зону сопротивления. У нас скоплено огромное количество ликвидности с вот этими вот всеми хаями, поэтому вероятнее всего мы будем снимать эту ликвидность. У нас сломался тренд, мы прошли вот здесь вот эту зону, у нас сломался тренд, поэтому можем заходить в лонг. Также у нас идет растущий объем. Вот это вот основной показатель, почему я зашел в лонг. У нас начался постепенный рост объемов. Если у нас растет объем, значит крупный игрок, либо там киты, либо еще кто-то начинают активно покупать токен. Поэтому у нас объем растут, и вероятно всего с ростом объема будет расти цена. Тем более у нас больше зеленых свеч, у нас больше растущего объема на покупки, поэтому вероятно всего цена будет расти, и поэтому я заходил в лонг. Поэтому я сейчас активно наблюдаю за свечными паттернами, за графиком, за поведением объема, и исходя из этого вхожу в лонги. Дальше смотрим, еще сегодня смотрел Aptos, тоже очень интересно себя ведет, что-то его не вижу, вот он. Тоже то же самое, смотрите, анализ поведения цены и объема. У нас огромное, во-первых, количество зеленых свеч на часовике, и у нас повышающийся объем. Значит, крупный игрок начинает покупать. На CoinMarketCap я посмотрел, у нас не сильно выросли объемы, допустим, если на сей там очень сильно выросли объемы, то тут у нас не сильно, поэтому стоит наблюдать. У нас есть такая вот зона поддержки, в которой мы много раз касались. Вероятнее всего, можем еще снять лои здесь, то есть у нас много здесь стопов собрано, можем снять эти стопы и потом пойти вверх. Но я не рискну шортить против таких вот, против такого объема, против таких зеленых свеч, как бы шортить, это себя не уважать, поэтому лучше просто понаблюдать, и такая вот сделка, допустим, она уже, ну, с менее долей вероятности отработать, если вы зайдете прямо сейчас в лонг. Но с другой стороны, у нас опять же есть хаи, вот за этими хаями у нас собрана ликвидность, поэтому мы, скорее всего, можем ее забрать. Также еще одна интересная сделка, вот эту я давал точно приватки и делился, это у нас Айра, токен Айра. Я давал эту сделку еще по цене 0.67, то есть где-то вот здесь вот я давал, говорил, что, ребят,
ребят, начался рост объемов. Вот, то же самое, поведение анализа цены и объемов. Вот здесь вот начался просто лютейший рост объемов. Чтобы вы понимали, здесь объемы были там 10 миллионов долларов, да? Вот здесь вот объемы 200, там 100, 200, ну просто это в 10, в 20 раз объемы выросли. Ну это огромное количество денег. И я говорю, что, ребята, покупайте Айра, будет расти. Сейчас вам даже покажу этот пост. И вот, соответственно, после этого мы увидели такой вот рост, мы дошли до цены 1 бакс. Ну, соответственно, давайте с кола посмотрим, с кола 60, вот с кола до 1 бакса, 50% движения, ну, буквально за несколько дней. Сколько тут дней прошло, давайте посмотрим. Ну, прошло 4 дня, 18 часов, 50% движения. Если вы заходили на фьючерсах, ну, с плечом, то, ну, это просто космос. Это космос прибыль. И, соответственно, благодаря анализу цены и объема можно заходить в такие вот профитные сделки. Сейчас вам покажу кол по ARA, который я давал в криптобазе. Вот этот пост, вкладочка инвестиции, криптобаза, мое закрытое сообщество. Если хотите, вступайте ниже, можно ссылочка, ознакомиться, что там есть. Очень много полезной информации, сливы с приваток, трейдинг, сигналы по трейдингу, airdропы, инвестиции, мой портфель, что и лично я делаю, сливы курсов, огромная база курсов, которые стоят десятки тысяч долларов, вы это все получаете, вступив в криптобазу. Анализы токенов, DeFi, как заходить в стейкинги, какие протоколы сейчас можно закинуть. Вкладочка образования, полезные статьи и видео. Короче, это кладезь полезной информации. И вот 13 июня, сегодня у нас 21, я давал по Айра. Показываю токен, вот цена его 0.67, токен Айра, который я вам только что показывал. И говорю, что выросли сильно объемы. То есть у него до этого были 10 тысяч долларов объемы. 10 тысяч долларов. Сейчас 100 тысяч долларов объемы. Точнее 100 миллионов. То есть было 10 миллионов, стало 100 миллионов. Вот здесь вот я объемы выделил. Вот. А даже 200 миллионов. Ладно, не знаю, почему здесь написал 100 тысяч, хотя на картинке у нас 200 миллионов. Неважно. У меня проблемы с цифрами, но это не мешает мне зарабатывать. Вот, поэтому тут 200 миллионов, а до этого были 10 миллионов. Да даже можно зайти прямо сейчас на CoinMarketCap и посмотреть. То есть вот у нас CoinMarketCap, покрываем, допустим, годовой график, нажимаем Price и смотрим объем торгов. Вы видите, волюм за 24 часа 15 миллионов долларов, 7, 24, 18. То есть иногда были всплески, но в целом, ну, средняя, не знаю, где-то 20, 14 миллионов долларов. И вот именно вот на этом росте я смотрю, вот, допустим, 19, 30, потом потихоньку двигаемся дальше, 100, 150, и где-то здесь вот по 200, надо по более такой график открыть, вот, месячный, допустим, да. И мы видим, что здесь вот, допустим, 18, 20, и здесь вот начинается резкий рост объемов 200, 150. Я, соответственно, пишу своим ребятам с криптобазы, что начался жесткий рост объемов, какой-то крупный игрок покупать, скорее всего, цена будет расти. Далее я вам показываю, что у нас идет накопление на графике, то есть у нас был жесткий дамп, слив, потом у нас идет накопление на повышенных объемах, крупный капитал, соответственно, откупает позицию. И дальше что у нас происходит с ценой этого токена? Листаем чуть ниже, у нас есть зона сопротивления, мы ее пробиваем, говорю, если мы закрепляемся, то летим дальше, соответственно, мы закрепились и шотнули $1. Все, буквально несколько дней прошло, 19 числа, вот, 19 июня, была пробита отметка $1. Все, 50% движения, если вы заходили опять же на фьючерсах с плечом, ну просто это колоссальная прибыль. Это можно месяц вообще не торговать, даже 2-3, там полгода не торговать, если вы зашли на фьючерсах в эту позицию. Вот, кол был дан тут, соответственно, цена Айра вы видите на своих экранах, только что он на CoinMarketCap показал Айра, на графике он тоже Айра показал. И, соответственно, благодаря вот такому вот анализу, я сейчас активно его использую, применяю, улучшаю, я захожу в сделки и забираю гораздо более профитные позиции. Вот, по эфиру, по биточку сказал, по альтам по некоторым прошлись. В целом, опять же, у меня ожидания от альтов очень высокие. Те же LDO-шки, прочие альты, они взорвутся просто, снесут башню всем. Потому что когда в рынок крипты не верит, когда все говорят, да альтсезона не будет, только биток растет, у нас доминация битка на хаях, когда ну вот-вот она уже должна развернуться, не знаю, там ближайший там месяц-два должна развернуться и пойти вниз, люди говорят, что вот альтсезона не будет. Ну, как всегда. То есть у нас поведение хомяков, здесь вот мы говорим, что у нас альтсезон будет продолжаться, биток скам, когда у нас доминация на хаях, биток на хаях, все говорят биток топ, альта скам. Естественно, когда у нас пойдет движение обратно, хомяки останутся там в битке без позиций, и альты стреляют, и они потом будут в альты заходить опять на пониженной доминации BTC, и потом опять разворот. И, короче, хомяков просто по этому рынку разводят туда-сюда, потому что у них нет ни понимания, ни вообще того, что происходит с крипторынком, что такое манипуляция, как работает цена, поведение цены, как заходят объемы, как работает крупный капитал, потому что они смотрят всяких блогеров и принимают информацию на свой счет, не анализируя ее вообще.
Поэтому будьте умнее, сами анализируйте, не слушайте никого, я вам лишь подсказываю, показываю, как я делаю, что я делаю. Поэтому у меня много видосов на канале, я свои видосы не удаляю, можете посмотреть. Я тоже много раз ошибался, но при этом и много раз оказался прав. Поэтому в ошибках мы учимся и, соответственно, совершенствуемся и зарабатываем денежки в крипторынке. Надеюсь, видос был полезен, криптобаза внизу, ныряйте, вступайте, если хотите, ставьте видосику лайк, мне будет очень приятно. Делитесь с друзьями, чтобы они тоже понимали, как работает крипторынок, как анализировать объемы, как зарабатывать. Короче, лайк, подписку не забудь и увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!